Вот, блин, я сейчас еду на сервис, я же вообще по-немецки толком не говорю. По-английски ребята так же говорят, как я на немецком. Ребята, всем привет! Сегодня я еду на Tesla сервис, где мне будут делать в очередной раз ремонт. Это будет абсолютно бесплатно. И все это, причем из-за их же собственных ошибок. И при этом я остаюсь всегда в плюсе. За последний год мне уже испортили резину, поломали пластики, чего только в этой машине не происходило. Перезаправляли кондиционер целых 4 раза. Доводили ее до полного аварийного состояния, благо она двигалась. Это выпуск не про то, как я жалуюсь на сервис, или какая же это плохая или хорошая машина. Это третья часть истории, каким образом со мной происходят неудачи, человеческие факторы, невезение. Все происходит именно на мне. Но при этом важно сохранять хладнокровие, здравомыслие. В общем, присаживайтесь поудобнее, я поделюсь с вами своим опытом. И как из каждой проблемы я, наоборот, извлекаю выгоду. У меня постоянно автомобиль жаловался на воздух в системе кондиционирования. А воздух в системе кондиционера — это не просто тебе жарко внутри. Система охлаждения батареи, бортовой компьютер, жизненно важные узлы завязаны именно на холодагенте. И вот я приехал в очередной раз на сервис Tesla. Мне заменили полностью в сборе тепловой насос Tesla, компрессор кондиционера. В общем, ремонт, прикрепляю документы, посмотрите, я не помню, сколько там тысяч евро, но все абсолютно бесплатно. Изначально я был недоволен, как работает кондиционер в жарких странах. Теперь все просто замечательно. Мне поставили тепловой насос от Tesla Model Y Uniper самого последнего поколения. Если вы хотите разобраться в этом вопросе, чем же они вообще отличаются, эти насосы и компрессоры и так далее, заходите на канал Вадима Денера. Он очень технично, классно разобрал все эти моменты по полочкам. У него ломался тепловой насос без гарантии, и он его поменял абсолютно бесплатно на такую же последнюю версию. Рекомендую, Вадим, привет. Меняют не просто на детали, которые не имеют дефекта и заведомо исправные, а именно модифицированные запчасти. И что самое важное я заметил, расход значительно снизился. Он упал по трассе порядка 3-3,5 киловатта. Это фантастика. Но, как всегда, с ЕВ-пиратом происходят всякие нюансы на автосервисе. Мне поцарапали бампер. Да, вот именно в этом месте, где закрывается капот, и он встречается с бампером, где раньше был значок Tesla, у меня прям там 5 таких зарубок. Они маленькие, буквально миллиметровые, но краска пробита. Что я сделал? Я написал в Tesla сервис, отправил фотографии, меня пригласили на встречу, мы осмотрели, все зафиксировали, и мне предложили ремонт в Tesla Body Shop. Я очень культурно задал вопрос работникам сервиса, пострадает ли чья-то зарплата из-за того, что вы меня направляете в стороннюю организацию. То есть, ладно, вы здесь что-то сломали, но когда вы меня куда-то отправляете, по-любому вам же за это надо им платить, это уже другая касса. Ну, мне четко дали понять, что ничего хорошего из этого у них не будет, но и трагедии нет. У меня спереди справа уже есть небольшое повреждение, прямо где внизу бампер заканчивается, и там уже была небольшая царапина из-за встречи с бордюром. Я ребятам сказал, я и так собирался его ремонтировать. Давайте я сделаю все по страховке, но вы мне сделаете подарки. Суть. Делают шиномонтаж снова бесплатно. Надеюсь, в этот раз не повредят резину и не будут мне дарить очередной новый комплект. Хотя я не против. Проверят всю подвеску, если надо, сделают сход-развал. Подарят щетки стеклоочистителя. Полный комплект фильтров под капотом. Вот этот дорогой, двойной или четверной, я там не знаю. В салоне тоже полный комплект фильтров. В общем, все вот эти HEPA оригинальные фильтры, я попросил их мне не менять, а только положить в багажник вместе со щетками стеклоочистителя. И тем самым чек получается, вот посмотрите на сумму. Я считаю, это достойное урегулирование убытков, но более-менее по-честному, если уж прям совсем, эта сумма достаточно хорошо компенсирует вот эти вот царапинки маленькие, которые были. Сервис — это тоже люди. Если подходишь ко всему без эмоций и разумно, ты всегда можешь получить результат, который даже не ожидал. Именно поэтому я вам говорю, ребята, всегда фиксируйте тот узел,
до ремонта. То есть, если вам будут открывать капот, сфотографируйте крылья, бампер, все полностью сделайте. Не на скоряк, а именно хорошенько. Желательно видео 4К, чтобы можно было поставить на паузу и все потом проанализировать. То есть, получается, на каждой произошедшей неприятной ситуации я не иду раздувать конфликт, и вам советую этого не делать. Нужно идти и договариваться, чтобы обе стороны были довольны. Это самое лучшее, что можно вообще сделать не только на сервисе, но и в целом по жизни. Не, парни, я никак не намекаю, что я прям все знаю, как что правильно делать. У меня тоже порой возникает такое желание пострессовать, покричать, но я в себе это давлю и начинаю думать, а не придется ли мне потом за это извиняться? Ну, естественно, даже когда человек виноват, он никогда не хочет извиняться за свои поступки. И реально, вот сотрудники Tesla, с которыми я взаимодействую, мне всегда жмут руку и рады. Блин, спасибо, мы очень рады, что с тобой всегда можно договориться, и ты нормально, адекватно все воспринимаешь. А это уже очень, ребят, дорогого стоит, когда тебя в сервисе воспринимают просто как нормального, адекватного человека. Ну и, соответственно, подход, отношения, все автоматически вы получите, все на самом высшем уровне. Вообще, в целом, я бы хотел сказать то, что машиной доволен. Уже прошло 2 с хвостиком года. 40 тысяч километров я на ней проехал. У каждого абсолютно разная бухгалтерия передвижения на электромобиле. Но у меня она очень-очень, ребят, простая. 0% на 5 лет рассрочка. Нереальная скидка на full каско. То есть там 1100 евро я плачу за полностью застрахованный автомобиль. Все под ключ, все страховки необходимые. Транспортного налога нету, освобожден на 10 лет. Зарядки мне абсолютно бесплатные. Ну, сорян, как бы я снимаю блоги, и мой реферал находится в описании. Благодарю всех, кто покупает себе Теслу, вы получаете бонусы. Иногда Тесла вам за это платит деньги, иногда дарит километры, условия постоянно меняются. Заходите по ссылке, проверяйте, покупайте себе новую тачку. Вообще, хотелось ли мне понервничать, поругаться, поскандалить? Да, конечно, да. Да и еще раз да. Но всегда себя торможу, всегда думаю, стоит ли так вообще поступать. Еще один очень интересный инструмент. Ребят, я хотел бы поделиться с вами. Когда вы завершаете ремонт, вам приходит фидбэк. Вот ту оценку, которую вы поставите, она очень сильно влияет на их премии, бонусы и зарплаты. Я всегда мотивирую сотрудников так, то что, ребят, ну, я вам всегда ставлю самую максимальную оценку, 10. Вы же наверняка это знаете. Они говорят, да. Я вам ни разу не влепил единицу за все ваши косяки. Поэтому давайте мы подумаем, как мы выйдем из этой ситуации, чтобы все были довольны. И вы, как всегда, получите свою высокую оценку. И вы знаете, это работает. Пока что, тьфу-тьфу-тьфу, вот ну ни одного счета. Я, конечно, не знаю, сейчас приеду, вдруг мир перевернулся кверху дном, и мне бах, счет выставят, как бы, да. Ну, хотя в переписке зафиксировано то, что мы помним про то, что мы повредили вам автомобиль, и мы обязательно это учтем при вашем визите. Братцы, я никого не учу в своих видео, как вам жить, как вам говорить. Всего лишь привожу свой пример, и пока что он работает. Как только произойдет что-то неприятное, и у меня не получится, я также с вами об этом поделюсь. Ну вот, мы и подъезжаем к нашему техцентру. Немножко опаздываем на 5 минут, но ничего страшного, все по-джентльменски. Так как мы в Германии, ребят, я не могу вам снять работников и прочее, поэтому придется вам верить на слово. Если у тебя есть Tesla или ты собираешься ее купить, заходи в телеграм-сообщество, и мы будем на связи. Любые вопросы решаются просто мгновенно. У нас настоящее теплое сообщество владельцев Tesla, и это просто замечательно. Мы сейчас в Тесле снимаем тайком, и мне сейчас подтвердили, будут делать все бесплатно. Сейчас вы узнаете, чем закончилась эта история. Подведем итоги. Если у вас возникают проблемы после обслуживания, это еще не повод для паники. Иногда это даже возможность что-то улучшить в своей жизни, получить бонусы, подарки. Из рекомендаций почистить задние тормоза, особенно сзади слева, блин, залипло немножко, подкисло. Полностью проверили машину, сход-развал, диагностика подвески, все замечательно. Шиномонтаж, покрышки я оставил, я потом на рабочей машине заберу. Балансировка, естественно. Ай, как же хорошо-то на летней резине. Вау. Ошибок нет, все замечательно, воздуха в системе тоже нету, это радует. В общем, тепловой насос работает прекрасно, прижился идеально.
Все фильтра, HEPA, салонные, под капотом, все оригинал. Но я попросил не менять. Сэкономило немножечко времени, потому что я хочу записать обзор. Они лежат под капотом, буду ждать своего момента. Также сделаю антибактериальную обработку системы кондиционирования, это очень важно. И вентиляции, то есть все в комплексе. Испаритель кондея почистится у нас, радиатор печечный, все воздуховоды, по которым воздух циркулирует. Я сделаю обязательно технический выпуск на эту тему. Смотрите, потому что скапливаются грибки, пыль, нафиг это вообще надо. Под замену фильтров желательно это всегда делать. Прикрепляю фотографию, вот человек 2 года проездил или 3, я не знаю, но вот фильтра, грибки прямо на фильтре, плесень, я просто обалдел, когда это увидел. Так-то в целом плевая процедура, казалось бы, да, то есть что там, сход-развал и все остальное, ребята там смотрят и смеются, нифига себе, тебе там бампер поцарапали, а работы какие-то смешные. Это по ценнику Tesla, оригинальные запчасти абсолютно, и я очень даже доволен. И в счете даже еще нету сход-развала. Если бы еще был сход-развал, еще 200 евро плюс. Да, я могу поехать в приватный сервис, сэкономить денег. Ну, шараш-монтаж, блин, мне нравится. Если есть возможность сделать у официалов, почему бы и нет. Какую пользу имеют сейчас сотрудники Tesla? Они получат максимально высокую оценку. У них сохранены их нервные клетки, потому что каким бы человек не был профессионалом, все равно, если стресс на работе, он немного отнимает. Я зарядил машину, у меня сейчас 80% заряда, но одни большие лишь только плюсы. Поэтому стоит ли переходить на электроавто? Однозначно, ребята, стоит. У меня нету своей зарядки, и я ни капли не жалею. Заряжаю машину на работе, на суперчарджерах, на сервисе, где угодно. Если кого-то, кстати, обламывает то, что вы должны тратить время на зарядку, когда вы заряжаете электромобиль, если взять ситуацию по Германии, вы экономите ровно в 2 раза. То есть получается, за полчаса вы сэкономите порядка 30-40 евро. Поэтому я считаю, можно потратить полчаса своего времени, и вот эту разницу экономии на топливе вы как минимум компенсируете еще и своей экономии. Поэтому жаловаться, что вот нужно посидеть на зарядке 20 минут, я не вижу никакой в этом трагедии, потому что мы постоянно извлекаем прибыль от процесса зарядки. Но слушайте, ребят, вот сейчас вот еду, летняя резина, но это просто не передать. Почему не все сезон? Не хочу спорить на эту тему, просто скажу, почему я выбрал именно сезонные шины. Летом люблю максимально хороший зацеп, чтобы был максимально короткий тормозной путь. Ни одна всесезонная шина не будет иметь преимуществ над летней. Вы экономите, да, может быть, деньги, но я не знаю, я не хочу такую экономию. Для меня безопасность и удовольствие на первом месте. Многие владельцы, я вот удивляюсь, они делают, устанавливают себе всесезонные шины и все, ездят 2-3 года, но при этом балансировку не делают. Ну а здесь в Германии балансировка стоит примерно столько же, сколько и шиномонтаж. Совершенно немножко дешевле. Поэтому экономии никакой. У нас, правда, зимы нету. Я понимаю вас, ребят, почему вы ставите всесезонку. Ну реально, здесь снег там выпадет 2-3 дня, там и всего-то делов. Ну, может, неделю полежит. Температура, минус 10 градусов долбанет. В основном это минус 3, минус 4 ночью, а днем, как всегда, плюс. Так что я поддерживаю ваш выбор, и он действительно рациональный и оптимальный. Парни, самое главное, чтобы деньги были в семье, и вы получали максимум удовольствия от передвижения. Поэтому делайте так, как вам по душе, а не то, как там считается правильным. На этом я с вами прощаюсь. С вами был канал ЕВ Пират. Наилучшее просто пожелание. До новых встреч.